Всем привет! В этом видео я хочу поговорить о минусах жизни во Вьетнаме и показать наглядно некоторые из них. Сразу скажу, не все из перечисленных пунктов случались лично со мной. Но это не значит, что этого нет в стране в целом. Я очень люблю Вьетнам, но нужно быть объективной и рассказать о минусах жизни здесь, чтобы вы знали, к чему готовиться, если решите переехать сюда на ПМЖ или приехать в качестве туриста. Первый очевидный минус, который видят абсолютно все, когда приезжают во Вьетнам, это крысы, тараканы и мусор на дорогах. Я бы не сказала, что весь Вьетнам абсолютно грязный, и здесь невозможно ходить по улицам, и все улицы в мусоре. Здесь есть дворники, которые каждый день убирают тротуары, проспекты, вывозят мусор, иногда даже вывозят мусор несколько раз в день, в зависимости от района. Но все же, если вы приедете во Вьетнам, вы обратите внимание, что на улицах есть прям целые свалки мусора, и часто люди кидают себе бумажки, окурки, всякий остальной мусор просто себе под ноги. Особенно эта проблема актуальна для крупных городов Ханоя и Хошимина. В Хошимине может быть немножко чище, но в Ханое это действительно большая проблема. Отсюда на улицах появляется большое количество крыс и тараканов. И, кстати, тараканы здесь летают. Будьте к этому готовы. Крыс также достаточно много. Например, в Ханое, несмотря на то, что там гораздо грязнее, чем в том же Дананге, я крыс видела меньше. Может быть, это из-за того, что Ханой более крупный город, и это не так очевидно, бросается в глаза, как в Дананге. В Дананге же, да, действительно, достаточно много крыс, и особенно их видно по вечерам, когда вы ходите по улицам. Второй очевидный минус – очень узкие тротуары на дорогах, либо их полное отсутствие. Если говорить про Дананг, здесь с тротуарами еще все очень терпимо. На большинстве улиц есть нормальный тротуар, если мы говорим про именно центральные улицы, центральные проспекты. Но стоит только вот так вот свернуть в бок, как видите, здесь уже невозможно нормально пройти, потому что вот есть такой маленький кусочек, вы, допустим, по нему пойдете, и все, и дальше тупик, потому что это частная территория, и люди уже ставят какие-то, например, свои байки, растения, вывески, всякое такое. И вот вам приходится выходить на проезжую часть, и большую часть времени вы будете гулять пешком по проезжей части. Поначалу это, конечно, вызывает дикий страх и непонимание, как вообще гулять нормально во Вьетнаме, но потом к этому привыкаешь, и водители тоже обращают внимание всегда на пешеходов. В принципе, если держаться края дороги, ну, в смысле края вот обочины, где находится тротуар, то терпимо. Вот здесь вот уже более такая жилая улица. Она тоже достаточно узкая. Видите, едут вьетнамцы, меня объезжают, потому что я иду, по сути, прямо по центру дороги. Вот уже, допустим, вход в чей-то дом. Он буквально просто вот с этой дороги просто сразу вход в дом чей-то. Или, допустим, вот напротив тоже такой забор с окнами, там впереди дверь, вот тоже впереди стоит дом. Здесь еще улица, на самом деле, достаточно широкая. Здесь хотя бы могут проехать байки в одну и в другую сторону. И здесь еще могут ходить люди, потому что в Ханое, например, я видела улицы еще в 2 раза уже, чем вот эта улица, по которой я сейчас иду. И там просто невозможно было разминуться, если там байк, допустим, едет к тебе навстречу, тебе приходилось просто вжиматься в чей-то дом, пропускать байк и только потом идти дальше. Поэтому, кстати, вьетнамцы постоянно и сигналят. Если вы обратили внимание, вот я иду сейчас здесь, и идут также другие люди периодически навстречу. И когда едут вьетнамцы на байках, они сигналят. Просто потому, что они сообщают о себе, что я здесь. Осторожно. Ну, там, будьте осторожны, не идите мне под колеса. Как ты тут живешь? Еще один минус – это постоянные регулярные стройки по всему городу. Опять же, не имеет значения, в Дананге вы проживаете, в Ханое, в Фантете, не имеет значения. Вот так вот вы можете жить в каком-нибудь доме, и возле вас однажды образуется стройка. Третий пункт. Вьетнамцы постоянно жгут мусор, листву. Из-за большого количества транспорта, а также из-за того, что вьетнамцы постоянно жгут мусор и листву, в городах образуется плохое качество воздуха. Особенно это актуально для Ханоя и Хошимина. В Хошимине, кстати, показатели еще более-менее, возможно, из-за того, что Хошимин расположен в более равнинной зоне, и вот этот весь смог и угарный дым, и все-все-все, оно просто выдувается. А поскольку Ханой окружен горами,
то там задерживается вот этот смог, вот эти все вредные выбросы, которые идут от сжигания мусора, листвы, а также от заводов, которые находятся в Ханое и в провинциях вокруг Ханоя на севере Вьетнама. В Ханое всегда качество воздуха очень-очень-очень плохое. Особенно плохое оно зимой. Там показатели зимой могут доходить до 250, даже 300 по шкале IQ Air. Следующий пункт – жесткий трафик на дорогах. Если вы водите байк или авто, будьте готовы к хаотичному и непредсказуемому трафику на вьетнамских дорогах. Особенно эта проблема актуальна для крупных городов, таких как Ханой и Хошимин. В Дананге ситуация чуть-чуть получше, но все же нужно быть очень бдительными, когда вы водите здесь байк, либо особенно, если вы водите здесь машину. Перейти дорогу во Вьетнаме тоже целый квест. Даже если вы попытаетесь это сделать по пешеходному переходу, но на оживленной улице, вам нужно будет как змейка просачиваться между байками и авто и вылавливать момент, чтобы просто проскочить между ними. Вьетнамцы не готовы уступать место на дороге пешеходу, и они просто будут стараться вас объезжать со всех сторон. Так что будьте очень внимательны, когда вы здесь переходите дорогу. К сожалению, подземных переходов здесь очень мало. Например, в Дананге я могу насчитать штуки 3-4 на весь город. Это при том, что Дананг в целом более инфраструктурно развит, чем многие другие города Вьетнама. В Ханое есть виадуки, это такие вот надземные переходы. Они расположены вот так, но даже они есть далеко не везде. Так что, если вы планируете переходить оживленную улицу во Вьетнаме, советую вытягивать руку по направлению к движению. Например, если транспорт едет слева, вы вытягиваете руку вот так влево и идете, показывая тем, что вы находитесь на дороге и чтобы вас пропускали водители. То же самое вы делаете с движением вправо, потом вы поворачиваете голову вправо, также выставляете руку и потихонечку переходите дорогу. Вот такой вот это квест во Вьетнаме, и я действительно это считаю огромным минусом, так как, конечно же, Вьетнам в этом плане не совсем приспособлен для пешеходов, он не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Здесь есть проблема даже для, например, семей с маленькими детьми, так как, например, перейти вот такую оживленную дорогу с коляской и с маленьким ребенком представляется очень-очень сложным. Следующий пункт. Привычный нам комфорт стоит недешево. Тут хочу сделать ремарку. Я иногда получаю комментарии под своими видео, что, мол, в Ничанге цены дешевле тех, которые я называю в своих роликах. Хочу сразу расставить все точки над «и». Ничанг – это далеко не весь Вьетнам. Это небольшой провинциальный туристический город, в котором также живут вьетнамцы с очень скромными местными зарплатами. Отсюда и низкие ценники на еду, сервис и другие услуги. Во всех крупных городах Вьетнама цены могут быть выше, особенно на аренду жилья. Конечно, вы всегда можете жить в нетуристическом провинциальном городе во Вьетнаме и снимать целый дом за 5 миллионов донгов, только вот привычных вам развлечений, услуг и экспатского сообщества там, может быть, не будет вообще. Так что, если для вас это не принципиально, весь Вьетнам открыт перед вами. Если же вы привыкли жить в крупном городе и к определенному уровню комфорта, будьте готовы платить за качественное жилье, хороший сервис, еду в европейских ресторанах и качественные услуги. Например, квартира с 2 спальнями и гостиной, совмещенной с кухней, в Ханой и Хошимине будет стоить минимум от $500 в месяц. Также в хороших современных комплексах вы сразу заплатите за квартиру за 3 месяца вперед, плюс депозит за 1 месяц. Ужин в хорошем ресторане на двоих может обойтись до пары миллионов донгов. Аренда авто также в 2-3 раза дороже, чем аренда байка. Хотя такси или трансфер здесь стоит дешевле, чем аренда авто, и часто даже выгоднее ездить по городу на такси или брать трансфер из точки А в точку Б, так как это может обойтись дешевле, чем аренда автомобиля. На мой личный взгляд, это не совсем минус жизни во Вьетнаме, а скорее реальность, которая здесь есть. Но я не могла не включить этот пункт в список, так как многие люди приезжают во Вьетнам и считают, что здесь все и всегда должно стоить копейки. А потом они разочаровываются, когда видят реальность. Здесь также сложно найти нормального работодателя, который сделает вам разрешение на работу и оформит все необходимые документы самостоятельно. Также не все компании выполняют условия контракта, которые сами же прописывают. На моем канале есть ролик про преподавание английского во Вьетнаме, где я более подробно рассказывала про условия преподавания во Вьетнаме для учителей английского. Вы можете посмотреть этот ролик, там я все рассказала более подробно. Но здесь также решила упомянуть об этом, так как во Вьетнаме есть не только работа преподавателем, сюда также приезжают высококвалифицированные специалисты из разных других сфер. Так что при трудоустройстве во Вьетнаме нужно быть очень внимательными и очень тщательно проверять работодателя и
задавать ему очень много вопросов на собеседовании, чтобы убедиться, что он действительно вам сделает все документы. Если говорить про сферу преподавания, здесь есть как адекватные центры, которые всегда вовремя платят зарплату, дают уроки по согласованному контракту, в целом выполняют все условия договора и создают нормальные условия для учителей. Но также здесь есть и не совсем нормальные компании, которые, как я уже сказала, могут задерживать зарплату, могут забирать документы учителей и держать их у себя просто, чтобы учитель не сбежал раньше времени с их места работы шикарного. Если вы сюда приедете работать в любую сферу, в любую компанию, особенно если вы планируете преподавать во Вьетнаме, очень внимательно проверяйте работодателя и желательно попросите отзывы от других учителей о той или иной компании, чтобы уже понимать, с чем вы будете иметь дело. В туристических городах вьетнамцы могут обсчитать туристов. Лично со мной такого никогда не происходило, но нужно быть объективной. По отзывам других людей такое тут может случиться. Сейчас ценники все чаще пишут для всех на видном месте, поэтому вероятность быть обсчитанным остается на рынке или в сувенирных магазинах, где нет ценников. Следующий пункт. Нельзя получить гражданство или постоянный бессрочный ВНЖ. Обо всех типах виз во Вьетнам я более подробно рассказывала в своем ролике про переезд во Вьетнам. Но здесь кратко скажу о том, что действительно во Вьетнаме вы не сможете получить вьетнамское гражданство либо постоянный бессрочный ВНЖ. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это карта резидента Вьетнама сроком действия от 2 до 5 лет. Если вы официально устроитесь на работу, откроете свой бизнес, либо женитесь или выйдете замуж за вьетнамца или вьетнамку. Еще один минус. В квартирах очень маленькие бойлеры и практически нигде нет ванной. Если на улице очень холодно, как это бывает в Ханое, или просто прохладно, горячей воды из бойлера хватит максимум минут на 10. Также у вьетнамцев не принято ставить традиционную ванную в ванную комнату. Поэтому чаще всего здесь вы встретите душевые кабины в квартирах вместо ванных. Ванная изредка встречается только в квартирах подороже. Так что если вы любите принять ванну или очень долго постоять под горячим душем, во Вьетнаме у вас с этим возникнут проблемы. Во Вьетнаме также сложно получить международную банковскую карту в банке. Об этом я упоминала в своем ролике про новые законы во Вьетнаме. Здесь же скажу вкратце, что во Вьетнаме вы можете открыть счет в некоторых банках и расплачиваться по QR в магазинах и также выпустить местную пластиковую карту системы NAPAS, но практически ни в одном банке вам не выдадут международную банковскую карту, особенно если у вас туристическая виза. Если у вас есть TRC, то, конечно, вы имеете право получить международную банковскую карту и открыть счет абсолютно в любом банке Вьетнама. Местную карту системы NAPAS можно использовать для оплаты в местных магазинах и для снятия наличных с банкоматов, но ее нельзя привязать к заграничным сайтам для совершения покупок. Возможно, есть еще какие-то моменты, которые не понравятся каждому человеку отдельно, но из объективных минусов я смогла выделить только эти. На мой личный субъективный взгляд, плюсы во Вьетнаме все же перевешивают минусы. Более подробно о плюсах жизни во Вьетнаме и о том, почему столько иностранцев остается жить в стране, несмотря на перечисленные минусы, вы можете посмотреть здесь.